Всем привет! В прошлом видео мы собирали вот такого собачку, а в этом видео попытаемся его улучшить. Решить проблему многоколес. Этих проблем две. Первое, это что лапки сильно вдавливаются в поверхность. Это потому что площадь их маленькая. И вот сильно вдавливается диванчик и может повредить поверхность. Вторая проблема — проскальзывание лапок. Предположительно, это возникает из-за того, что первое колесо при вдавливании образует канавку, и второе колесо просто провисает. Ему не за что зацепиться для того, чтобы, так сказать, идти или проворачиваться. Попробую сделать колеса шире, возможно, эта проблема решится. Открываю модель OpenSCAD, ссылка на модель будет в описании. Открываем параметры и меняем параметр, который называется высота проставки, на 0. Получаем вот такие широкие лапы, максимально широкие, которые только возможны. Ну и печатаем их. Печать заняла чуть более часа. Вот такие лапы получились. Давайте все это соберем. Для начала снимем старые колеса и поставим новые вместо них. Вот все собрано. Пробовал подложить гайки, ничего не помогает, колеса все равно шумят. Поэтому конструкция была изменена. Сделаны тонкие проставки толщиной 0,8 мм. При этом они более широкие, чем были ранее. То есть были 8, стали 13 мм. Это позволяет избежать трения всей плоскостью лап и уменьшить шум. Также здесь был добавлен пресет на широкие лапы, но если вы захотите использовать, будьте осторожны, чтобы не потерять значение своих параметров. Ну все, вот такая модель. Отправляю на печать. Все было напечатано и собрано, и вот что получилось. Вращается она намного тише. Лапы, колеса бегают. Но если поверхность не мягкая и пушистая, то колеса иногда проскальзывают. Переходим к выводам. Колеса шире, потому они щадящие к поверхности диванов, полотенец и всего остального. При этом, как видите, песик может стоять спокойно. Но проворачиваться колеса лучше не стали. Что интересно. То есть те же проблемы и иногда проскальзывает. Особенно заднее колесо. Будем что-то думать в следующих видео. Если интересно, подписывайтесь. Будем живы до следующих выпусков. Пока-пока.